И снова здравствуйте. Сегодня ролик будет о том, один из нескольких, что такое выточка, как ее распознать, как построить, как рассчитать ширину, когда она нужна, когда от нее можно отказаться. Сама суть, назначение постараемся понять, чтобы не запоминать данную информацию. Надеюсь, вам будет полезно и интересно. Ткань оборачивается вокруг тела человека, спускаясь прямо с опорных точек. Конструктивными методами можно расширить силуэт. Методы этого рассказаны ранее. А для того, чтобы заузить некоторый участок прямого силуэта, необходимо посреди участка ткани куда-то спрятать излишек, чтобы его не было видно. Таким образом, появляются небольшие шовчики, прячущие с изнанки защипнутые участки ткани. Выточки нужны для того, чтобы эффективно подчеркнуть изгибы тела. В базовой модели, построенной с минимальной свободой облегания, нужно строить полноценную выточку, как в длину, так и в ширину. Стоит понимать, что увеличение прибавки свободы идет параллельно уменьшению всех растворов выточек. Известно, что с опорных точек ткань не спадает прямо до следующей опорной или выпирающей точки, а между ними закрывает собой провалы, изгибы. Это при прямом силуэте. Когда это не подходит и хочется изгибы подчеркнуть, не меняя общего прямого силуэта, приходится прибегать к выточкам. Назначение выточки – это именно подчеркивание изгибов фигуры, скрытых вертикальным неспаданием ткани. В широком силуэте это противоречиво. Там ткани настолько много, что она не держится при движениях на определенном месте настолько, чтобы небольшой рельеф находился именно на заданном месте, подчеркивая его. Поэтому выточки нужны либо как декоративные элементы модели, либо для подчеркивания изгибов тела, уменьшая объемы прямолинейного кроя, скрывая излишки ткани там, где ее нельзя просто срезать с края. Как понять выточку по конструкции и как она выполняется? Выточкой называется защип ткани, которая находится где-то посреди целого участка. Изнутри излишняя ткань может быть срезана на расстоянии от шва, чтобы оставить припуск, предотвращающий расхождение данного шва. А может быть, выточка заглажена на одну сторону изнутри или поровну в стороны от шва. Все зависит от толщины ткани и вида обработки. Если по крою деталь уменьшают в объеме где-то с краю, например, ширину горизонтальную в вертикальном направлении, то обычно это называют рельефы, созданные непрямолинейными краями. Например, если взять прямоугольник и с одного вертикального края под углом срезать некоторое количество ткани, уменьшив ширину, примыкающую к верхнему вертикальному срезу, и взять еще один такой же прямоугольник и с таким же диагональным срезом стачать. Треугольный срез будет похож на талиевую выточку бокового шва прямой юбки. На самом деле это просто срез. Здесь именно срезали ткань сбоку. Привычно, тем не менее, называть это выточкой. Почему? Просто внешне схоже. А вот если это базовая выкройка, а этот боковой срез, будущий шов, убрать, сместив его, например, в сторону, а защип сам ткани оставить, то это уже выточка, так как она проходит посреди ткани, а не в срезе. Если нагрудную выточку, идущую от плечевого или бокового среза лифа, расположить к центру груди по плоскости ткани, это привычно называется выточкой. Если же через центр груди провести шов, разрезающий плоскость ткани от верхнего до нижнего края полностью, а выточка краями как раз примкнет к стороне этого разреза, как в примере с юбкой, то ее, как самостоятельный шовчик, уже не видно, и никто не называет это выточкой. Это просто рельеф,
хоть он и включает в себя выточку. То есть выточку видно на ткани как самостоятельный элемент кроя, там, где нет возможности или желания делать полноценные швы. Поэтому то, что мы привыкаем называть, не всегда является этим явлением. Изначально, напомню, каркас любой одежды – прямые вертикальные линии, а любые выточки вовсе не обязательный элемент, нужны лишь для подчеркивания изгибов фигуры. На многих современных изделиях, тем более спортивной одежде, нет выточек. Первое – это из-за дешевизны и обобщенности для больших продаж. Во втором случае нужно активно и удобно двигаться, поэтому там просто не нужно подчеркивать изгибы тела, одежды другая цель. Большая свобода облегания дает более плоский, свободный образ. Это не сочетается с частичными жесткими участками, формирующими углы плоскостей. Местное подчеркивание форм не гармонирует с общим просторным образом. Потому, чем больше прибавка на свободу облегания, большая, чем минимальная, тем меньше раствор выточки. Вертикальные линии боковых швов, отклоняющиеся внутрь к линии талии, также вовсе не обязательны. Привычные виды линий, которые чертятся для удобства и экономии материала, часто сбивают новичков со смысла этих линий. Поэтому вертикальные швы – это вообще не всегда крой. Бывает лишь необходимость из-за ширины полотна. Так что и выточки там также могут быть ненужными. Расскажу об основных видах выточек сверху вниз, на полочке и на спинке плечевого изделия, рукава. На поясных изделиях обычно только талиевые выточки. Итак, первая выточка – это на полочке нагрудная. Для восприятия обычно это самое сложное. Как ее изображают? Многие часто говорят, но далеко не все, что проще чертить ее от плеча вниз к центру груди. А по смыслу? Выточки нагрудной чаще всего бывают вертикальные от плеча и горизонтальные в бок. Есть, конечно, и другие, но как хотя бы эти основные понять? Почему можно сделать горизонтальную выточку на груди? Когда с опорной точки плеча ткань спускается к талии, то основные вертикальные и горизонтальные линии должны соблюдаться. Между тем, на участке между центрами груди от линии плечей вниз вертикальное расстояние от плеча до талии больше, чем вертикально на участке от плечей вниз сбоку от груди. А линии должны быть плечевые, линия груди, линия талии должны быть параллельные, то есть расстояние должно быть одинаковым. Поэтому опускаемая ткань должна быть одной длины, но тело имеет разницу. И вот эту разницу вертикальной длины по центру тела между центрами груди и сбоку надо куда-то эту разницу длины девать, чтобы линия талии ближе к боку не сместилась вниз. Срезать ее просто снизу нельзя. Во-первых, поплывет рисунок, направленность нити ткани. И изделие после линии талии также может не заканчиваться. Например, это не лиф, а платье. Потому от центра груди в бок эту разницу вертикальную защипывают, так как центр выточки находится посреди полотна, а раствор выточки с краю, то есть вся она видна на плоскости ткани. Очевидно, что расстояние от центра груди по вертикали до плечевого среза и по горизонтали до бокового среза разные. Вторая выточка – это вертикальный защип от плеча к центру груди. Можно параллельно рассуждать о строении выточки. Самое объемное место – это то, где ткани столько, сколько нужно максимально для оборачивания тканью фигуры, например, по груди. То есть самое объемное место – это грудь, выпуклая часть груди, самое объемное выпуклое место. Если рассматривать это как 0 изменения объема, то от этого самой выпуклой части груди, выступающей, постепенно объем тела начинает уменьшаться в какую-нибудь сторону. А ткань – это плоскость. Ее остается столько же, несмотря на уменьшение тела. Потому начинает появляться разница с имеющейся тканью и уменьшением тела. Где эта разница должна закончиться? По идее, ткань – плоскость. И вот там, где можно по прямой отложить плоскость на теле,
там и есть разница. Если говорить проще, то между конструктивными поясами, формообразующими. По горизонтали это плечо, грудь, талия, бедра. По вертикали это центр полочки, вертикаль центр груди, центр спинки, центр лопаток. По этим линиям мы привыкли видеть выточки. Значит, там, где заканчивается разница объема, и есть самое широкое место выточки – раствор. Получается, что разница постепенная. Потому привычно видеть выточку треугольником. От большего объема тела и малого защипа ткани до малого объема тела и большого защипа ткани. Подчеркнуть с нуля выточку. Обозначить острие. Тело человека обычно более кругло, потому выточку не начинают с самой вершины. В самом начале разница очень мала и не настолько заметна, чтобы ее убирать, как бы облепляя тело тканью. Мы не говорим сейчас про белье, там свои принципы кроя, более кардинальные, чем базовая выкройка одежды. Выточки начинают, отступив немножко от центра, плавно выводя к раствору. Да, разница ткани и тела, отступив от центра, больше, чем защип в самом начале. Получается, не до конца забирается разница, буквально чуть-чуть. Эти самые миллиметры и не нужны для подчеркивания. Также разница может не всегда быть равномерной от 0 до самого раствора. Где-то она может быть больше, а потом выходит на заданную линию. Потому, если необходимо подчеркнуть этот рельеф, выточка может иметь выгнутые стороны от своего центра, тем самым забирая больше ткани. И наоборот, может иметь вогнутые стороны к центру выточки, если надо на каком-то участке забрать ткани меньше, чем равномерное направление. Рельефы выточек могут быть и несимметричными относительно центра. Все эти особенности не отражаются в базовой конструкции. Базовая конструкция отражает только основные вертикальные замеры и объемы. Если талиевые изгибы можно не подчеркивать, то вертикальную разницу неспадания ткани с плечей нельзя игнорировать, дабы избежать горизонтальной свободной складки. Потому базовая выкройка содержит выточки в минимальном варианте детализации, обозначая, где начало и где раствор. Так как выточка – это защип ткани, из-за невозможности срезать лишнее, края у вершины нет, то, проводя через центр выточки и рельеф, можно выточку убрать, именно срезав с образовавшихся краев лишнюю ткань. Расчет выточки. Можно ли для разных людей с одинаковым объемом груди подсчитать, какая ширина раствора выточки? Хочется верить, что мое предыдущее объяснение даст однозначный ответ «нет». От линии плеча центр груди находится у всех на разном расстоянии. Это дает разную длину вертикальной нагрудной выточки. Концы плечей, иначе говоря, наклон, также разные у всех. Ширина торса при одном и том же объеме груди у всех разная. Отличается разница объема груди и объема над грудью. Все так же при одинаковом объеме груди. Проблематично замерять вертикальные разницы от плечей вниз. Но точно есть четкая разница между объемом самой выпуклой части груди и самого меньшего объема над грудью. Эта разница и составляет ширину нагрудной выточки. По смыслу это логично. И не все системы построения базовых конструкций плечевых изделий строят выточку надгрудную вертикально к линии плеча. И расчет выточки может быть другим. Откуда же появилась знакомая многим такая переменчивая формула двойной разницы между объемом груди и над грудью с добавкой некоторых сантиметров, иногда без них? То есть SG2 минус SG1 разница, умноженная на 2 плюс 1,2 см. Если не впритык делать изделие, от добавки сантиметров отказываются, уменьшая тем самым защип, оставляя больше ткани в свободу. На самом деле это всего лишь расчет не самой выточки, а ширина раствора выточки, доведенной до плечевого среза. Чем длиннее выточка, то есть чем дальше расходятся лучи из угла вершины, тем на большем расстоянии они друг от друга. Это просто опытным путем просчитано на большом количестве фигур, что на расстоянии от центра груди до линии плеча будет примерно двойной объем разницы
полуобхвата груди второго и первого, плюс, возможно, 1-2 сантиметра. То есть это ширина раскрытия угла на расстоянии, равном до плеча. Так как у всех эта длина разная, то и добавка 1-2 сантиметров примерная. Потому для горизонтальной выточки это не подходит. Там расстояние от вершин до раствора гораздо меньше. Если грудная клетка широкая, но объемность, выпуклость груди небольшая и небольшая разница с областью над грудью, то какой бы общий объем ни был большой, выточка будет маленькой. Вертикально грудь, если смотреть сбоку, не сильно выдается вперед от грудной клетки, то есть расстояние от плеча до центра груди почти такое же, как сбоку от груди вдоль проймы. Потому и также получится малый раствор выточки. Всегда можно попробовать проверить формулу. Для этого надо начертить выточку надгрудную к плечу, но раствор отложить на линии полуобхвата груди первого, подставив свою разницу полуобхвата груди первого и второго. Далее продлить линии до плеча и проверить, какой раствор выточки на этом уровне получается, совпадает ли он с тем, что предлагается в популярной формуле удвоенной разницы. То есть ставится точка вершина в центре груди, на уровне вверх от нее проводится к плечу прямая линия, на уровне полуобхвата груди первого откладывается разница полуобхвата груди второго минус первого. Через ширину этого раствора проводится вторая сторона выточки. Когда она доходит до плеча, замерить расстояние до первого луча выточки. Совпадает ли оно? Предполагаю все-таки, что да. Итак, платье отрезное по груди будет иметь раствор выточки равный разнице полуобхвата груди второго и первого. И длина выточки закончится именно на линии полуобхвата груди первого. То, что прямая выточка, вероятнее всего, не позволит платью держаться без лямок и других фиксаторов, это уже другой разговор. Очевидно, чем длиннее выточка, тем она шире. Если еще и разница изначально большая, то в конце она будет еще шире. Всегда ли возможно любое раскрытие выточки? Ответ будет чуть позже. Расчет нагрудной выточки в горизонтали к боковому шву также зависит от фигуры. Принято, исходя из логики расчета ширины выточки через разницу полуобхватов груди первого и второго, очерчивать из центра груди окружность радиусом вертикального расстояния между этими линиями. То есть, когда рисуется сетка чертежа, откладывается линия полуобхвата груди первого и второго. Вертикальный замер расстояния между ними – это радиус, очерчиваемый из центра груди окружности. В боковой проекции там находится раствор выточки. Лучше, когда происходит замер тела, не пренебрегать замером расстояний вертикальных между этими линиями. В связи с тем, что очерчивается окружность одним и тем же радиусом, при раскрытии выточки на расстоянии полуобхвата груди первого, переведенная в другую сторону, выточка на этом расстоянии будет иметь такой же раствор. Но переведенная, раскрытая в другом направлении, полноценная длина выточки до среза, например, бокового шва, она будет иметь другую длину, отличную от, допустим, от центра груди до плеча. Поэтому и ширина раствора выточки в боковом срезе будет другая. Разные методички, разные системы предлагают разные подсчеты, разные формулы. Есть даже примерные таблицы с размахом, очень ориентировочным для стандартных фигур, куда раскрывается выточка и какой у нее будет ширина раствора. Примерно некоторые интервалы есть для раскрытия, для стандартных фигур, для разных объемов груди. Выточку нагрудную часто раскрывают частично в пройму, редко при базе, чаще при моделировании. От того, какая ткань, зависит, насколько она поддается сутюживанию. Потому есть на практике выведенное понимание, что длина выточки должна быть примерно в 3 раза
больше ширины или больше. Если ткань плохо поддается ВТО и раствор широкий, а выточка короткая, то можно разбить на несколько выточек. Можно небольшую часть припосадить. Частично выточку раскрывают в пройму для увеличения удобства рукава. Можно перевести в другое направление выточку, где ее длина будет больше. Например, из бокового короткого направления перевести в бок, вниз, на плечо. Удлинение сторон даст немножко другое соотношение с шириной раствора, хотя и не сильно отличное. Классическим считаются вертикальное и горизонтальное положение выточки. Оно идет по нитям, а вот наклонное уже немного растягивает ткань. Далее эффект зависит от ткани и длины выточки. Для геометрического рисунка ткани есть свои рекомендации по направлению выточек, чтобы гармонично свести рисунок при стачивании сторон выточки. Например, прямой центр и стороны по диагонали равномерно от выточки. Одна сторона прямо, и выточка от нее направлена вверх или вниз. То есть ориентироваться можно на центр выточки и раскрывать равномерно в стороны, а можно ориентироваться на одну сторону, и вся выточка будет уже в сторону от нее. Выточки нагрудные бывают прямые, от груди направленные по ровной линии и направленные по изогнутой линии. Обычно с изогнутым направлением от груди выточки направляют вниз, в бок, как бы огибая тело, фигуру. Называется это французская выточка. Логично, что длина изогнутой выточки больше, чем прямой, соединяющей эти же точки бока и груди. А это значит, что и раствор выточки может быть чуть больше использован. О чем говорит соотношение длин и ширины выточки? Почему такое ограничение? Выточка – это стачивание вместе волокон ткани, имеющей решетку в структуре, но под наклоном стачивания. Чем шире раствор выточки, тем под большим углом стачиваются нити с большим контрастом расстояний на меньшем расстоянии. А это дает большую нагрузку на шов и на нити, расположенные в сторону от шва. Когда нити на том же расстоянии, но раскрытие идет дольше, плавнее, напряжение будет меньше. Один и тот же раствор выточки на разную длину означает разный угол. Длинная выточка, угол острее, меньше, стачивается в плоскостях более близких, а вот та же ширина на меньшей длине выточки даст более широкий угол. Плоскости друг к другу более контрастно находятся. Это скажется и на рисунке, и на натяжении волокон. Важно не только сшить изделие, но и сохранить как можно дольше первозданный вид, избежать быстрой деформации. Где находятся крайние точки построения выточки? Логично, что раствор выточки находится на срезе плеча, бока, а вершина выточки? Обычно это центр выступа, но на какой линии? Это может быть по высоте и на линии проймы, и выше, и ниже ее. Это зависит от некоторых факторов. Положение корпуса тела, модель одежды. Также и выточка. Принято думать, что выточка – это треугольник, равно отклоненный при построении от центра. Но главное – это решить, где находится выточка и ее ширина раствора. Можно начертить выточку и от одной из сторон отложить ширину. Сложить, конечно, придется пополам, но начертить не обязательно, надо равновесно. Выточка может быть совмещена частично с подрезами. Выточку можно частично раскрыть в другой участок, удлинив его перпендикулярно линии выточки. Например, от груди выточка в пройму удлинит высоту этого участка ткани до плеча. Тем самым делается меньше прилегания этого участка. Также то, что выточка не переведена в качестве выточки, а просто раскрыта в другой участок. Изделие меньше прилегает, значит контуры более прямолинейные. Это называется уплощение, меньшее очерчивание рельефа. Также свобода облегания. Она дается не только к общему объему, но и распределяется между спинкой, полочкой, проймой и конкретно по данным участкам. Например, к центру груди. Для изделий более уплощенного образа, чтобы не было натяжения в центре полочки, дается некоторая свобода между центром полочки
срединной линией и центром груди по вертикали. Это не всегда во всех выкройках четко обозначается. Часто может быть просто указана прибавка к ширине полочки. Но прибавка свободы к центру груди позволяет понять смещение центра выточки в сторону бочка. Это нужно опять-таки для чуть более плоского, свободного, не подчеркивающего выпуклость груди образа. Ткани больше, натяжение меньше – это и есть свобода облегания. Также можно с одной и той же свободой облегания перемещать выточку от естественного центра груди и чуть другой образ получить. То есть можно менять как всю свободу облегания, так и перемещать выточку и ее ширину, уменьшая, увеличивая объем одежды в конкретном месте, например, над грудью. Но по самой линии груди не будет изменен объем. В ряде случаев от нагрудной выточки отказываются или уменьшают раствор изначально. В связи с тем, что все материалы имеют свои пределы обработки ВТО, выточку можно размоделировать из защипа, застроченного, в открытую область. Часть области можно сутюжить, часть можно припосадить, часть остается свободной, увеличивая собой длины смежных областей ткани. Все зависит от растяжимости материала. Если можно облегание тела достичь растяжимостью полотна, то от выточки можно отказаться. Но при плотных материалах можно оставить в виде посадки, но красивой, незаметной. Когда происходит припосадка, материал петлями сжимается, выталкиваясь в перпендикулярном направлении. Поэтому стоит подумать, куда переводить выточку для припосадки. Стоит выбрать наиболее близкие к вершине выточки участки проймы. Далее следует рассмотреть другие выточки. Но прежде чем к ним перейти, упомяну о том, что швы деления полотна вокруг тела нужны для того, чтобы не только соединить полотна ограниченного по ширине материала. Всегда есть модельная задумка, но в остальном лучше использовать членение изделия для состыковки плоскостей, перехода изгибов. Лучше туда переводить выточки. Гармоничнее смотрятся рельефы с выточками в них, переведенные через самые яркие изгибы тела или максимально близкие к ним. Выточка может быть также нестаченной, образуя складки, защипы. Стороны выточки могут быть оформлены по-разному. Все зависит от создаваемого силуэта. Можно даже перевести выточку в талии. Но это положение. А вот сами стороны. Широкая выточка – это какая? Про соответствие сторон уже сказано, примерно 1 к 3. Радиус раствора выточки – это от центра груди до линии полуобхвата первого. Если не нужно полное копирование тела, то немного выпустив пройму, разделив на пару выточек, переведя в рельеф, чуть уменьшив раствор, вполне можно разобраться с проблемой большой выточки. Часть можно убрать в талию. Вариантов перемоделирования очень много, которые снимают величину нагрудной выточки. Так что сначала можно построить базовую выкройку, а потом уже решать, что хочется построить и будет ли она действительно такой проблемной в желаемой модели. Часть выточки можно распределить в горловину, и чтобы она не отставала от тела, чуть-чуть припосадить. Если нужно полное прилегание и никаких особых модельных линий нет, то вариант с 2 выточками. И не в плечо. Это будет одно из решений. Выточку можно переводить в любую точку выкройки. Для базовой выкройки строятся, в принципе, основные классические линии, как было указано до этого, в плечо, в бок, в горловину. Но в горловину построить это означает, что ее все равно придется перемоделировать, потому что швы совмещения плеча, выточек
очень много слоев будет. А если еще воротник добавить, поэтому проще сразу куда-то ее в менее проблемное место увести. Естественно, все помнят, что стороны выточки должны быть для совмещения стачивания одной длины, либо по модели потом уже можно одну сторону чуть длиннее сделать и перепосадить. Выточки нагрудные прекрасно переводятся в рельеф, но если он проходит через центр груди, просто закрывается выточка в рельефе. Если рельеф проводится чуть в сторону от центра груди, а выточку хочется закрыть полностью от центра, то рельеф проводится в стороне, и небольшой хвостик торчит до центра груди, если так необходимо полностью подчеркнуть всю выточку. Насколько раскрывать выточку, это зависит от модели и от ткани. Для полноценного подчеркивания фигуры хоть в пальто, хоть в платье, выточка закрывается по максимуму. Для более плоского образа, хоть в пальто, хоть в платье, конечно, выточка закрывается в гораздо меньшем объеме. Направление закрытой выточки ткани изнутри может быть по желанию. Некоторые категорично направляют вертикальные срезы к центру, кто-то предполагает к внешним бокам. Я предполагаю для себя возможным закрытие центральных вертикальных выточек, например, талиевых, нагрудных, к центру изделия. Для некоторых встает вопрос, упомянутый ранее, как же быть, когда над грудью некоторая вогнутость. И если сделать достаточно открытый ворот, получается, что платье не прилегает к груди. Все опять-таки каждый раз в данном случае будет зависеть от модели, от того, куда выбрана выточка. Во-первых, конечно, излишнюю ткань можно забрать выгнутыми сторонами выточки. Кто-то рисует дополнительные выточки. Кто-то переводит выточку, например, в горизонтальное положение. Тогда будет в этом вопросе сложнее, но, опять-таки повторюсь, все зависит и от ткани, и от модели. Можно ткань припосаживать, можно воротом. Ткань можно сутюживать, обработку именно ВТО проводить. Меры все достаточно стандартные. Ничего нового пока не придумано. Все зависит от того, насколько базовой является модель, какие возможны решения. Какие решения для данного случая являются приемлемыми. Кто-то для себя посчитает возможным перевести выточку от прямой линии груди к плечу, перевести ее в другое положение, где натяжение ткани будет не таким прямолинейным. Например, к центру груди, к центру полочки, в сторону ворота. Кто-то совмещает несколько видов ткани. Вариантов моделирования очень много. Каждый раз все зависит, повторюсь, по ситуации. Отдельная благодарность тем, кто ставит лайки, подписывается. Этим вы показываете, что моя деятельность для вас интересна. До новых встреч!